Разработчики наконец-таки выкатили крупное обновление для CS2, которое весит почти 4 гигабайта, и в нем, ребята, просто огромнейшее количество утечек, связанные с будущими обновлениями, о которых мы, разумеется, разберем в данном ролике. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, чтобы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходят события, связанные с Пасхой, где вы дополнительно можете выиграть еще скинов. Ну а для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая при этом тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополните свой кошелек на определенную сумму. А если же ты при пополнении еще и используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит тебе $2 на баланс. Ну что же, предлагаю начать с нашего большого, но весьма спорного обновления, так как многие изменения в нем не всем пришлись по вкусу. Самая главная фишка данного обновления — это, конечно же, введение в игру аренды на скины. То, что в Китае практикуется годами, разработчики решили взять на вооружение. Но есть несколько нюансов. Арендовать скины вы можете на данный момент только из последнего кейса Киловатт, и то без особого предмета. То есть, увы и ах, нож вы не арендуете. Короче, за один ключ от кейса Киловатт вы теперь можете либо получить на 7 дней в аренду всю коллекцию скинов данного кейса, или же попытать удачу и открыть рандомный скин. Арендованные вещи не поддаются крафту, то есть нельзя использовать наклейки, именные ярлыки и пытаться продать их на торговой площадке. Вот такие вот дела, ребята. Думаю, фермеры сейчас нервно курят в сторонке, несмотря на то, что цены вдруг поднялись. Думаю, они упадут. И это при том, что, исходя из файлов игры, разработчики могут спокойно сменить лишь один параметр, чтобы дать возможность арендовать скины и в других кейсах. Ну а далее одно из существенных изменений является экономика и изменения в зажигательной гранате. Теперь же зажигательная граната стоит дешевле, но и работает немного иначе. Цену сократили до $500. Теперь она меньше горит и огонь распространяется не сильно. Ну а еще у нее новый эффект огня, так же как и у Молотова. Ну а различий в действии той или иной гранаты вы можете наблюдать на экране. Да, теперь Молотов горит дольше, чем зажигательная. Также подешевела и обычная М4А4. Теперь она стоит $3000. В то же время команде террористов сократили сумму награды за заложенную бомбу, которую не обезвредили. Вместо $800 теперь дается 600. Далее добавили отдельные команды для смены левой руки и правой руки. Ну а в бою насмерть бонусное оружие теперь одинаковое для всех, вне зависимости от вашего снаряжения. Ну а также в данном обновлении курицам добавили парочку новых действующих анимаций. Теперь она может поворачиваться, взбираться на холмы и приседать, словно гнездиться. На карте же Вертиго херам собачьим перелопатили Plant A в угоду режима напарников. В остальном же по мелочи: различные фиксы в меню и улучшение оптимизации у фона главного меню под названием Склад. Также разработчики поработали и над плеером просмотра демок. Теперь в нем появились флажки с определенными событиями. Ко всему прочему были изменения и в других картах. Это Багейдж, Офис и Мираж. Но изменения состоят лишь из одних фиксов. Ах да, чуть не забыл. Еще разработчики решили перенастроить некоторые скины на оружие и ножи, что многим также не очень понравилось. Ну а теперь же мы наконец-таки можем перейти к скрытым файлам. Помимо добавления курицам новых возможностей, в файлах тех самых куриц появились анимации осмотра от первого лица. По ходу утечки про питомцев становятся более правдоподобными. На данных же анимациях игрок держит курицу в руках и при осмотре двигает ею в разные стороны. При этом голова остается на месте. Ну, вы знаете этот прикол. Следующая же утечка касается нового
новых баннеров MVP, которые демонстрируются в конце раунда. Еще в прошлом году разработчики экспериментировали над этим баннером, добавляя модельки с анимациями. Так мы впервые увидели приблизительно, как будет выглядеть Эйс на баннере. Но в итоге дело заглохло. Однако с сегодняшним обновлением в файлах игры появилась просто огромная куча анимаций, связанные как раз таки с будущим баннером MVP. Тут и анимации закладки бомбы, и спасения заложников, и прочие анимированные события, которые подходят под этот самый баннер. Ну а далее у нас по мелочи, но зато какой. Случайным образом в файлы игры попало кресло Барбера, которое привязано, по всей видимости, либо к ремейку Даста 1, или же к Шорт-Дасту. Тут уж, извините, не угадаешь. Также в очередной раз были изменения в конфиге фейспозера, который снова отсылает нас к операции и ее кооперативным сюжетным миссиям, так как была вновь задета функция, которая заставляет NPC следить глазами за вами. Ну и, конечно же, напоследок возможное появление кастомного фона в меню, но, скорее всего, в виде косметического предмета, так как разработчики проводят махинации в коде меню, дабы игрокам в лобби отображался фон конкретно лидера лобби. И пока что на этом все. На самом деле там еще целая куча всего неисследованного. Но, как говорится, на это нужно время, чтобы все тщательно проанализировать. Ну а так, всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!